Всем привет! С вами Евгения Песлегина, ваш тургид по Африке на канале African Tour. В этом эпизоде я вам расскажу про Стоунтаун. Стоунтаун – сердце Занзибара. Вы можете пройтись по старинным улочкам города Занзибара буквально за 2 часа. Но дело в том, что улицы не имеют никакого порядка, и вы можете спокойно потеряться, даже с GPS, и многое упустить. Поэтому я советую посмотреть вам этот эпизод, чтобы не пропустить ни одного места, если вы делаете тур по городу камней самостоятельно. Что же стоит посетить и с чего стоит начать? Я рекомендую начать тур по городу камней с посещения Старого форта. Старый форт – это самое старое здание, было построено в 17 веке правителями Османской империи. На данный момент здесь проводятся концерты, расположено много ресторанчиков и торговых лавок. Попасть в Старый форт можно абсолютно бесплатно. Кстати, подписывайтесь на мой канал и смотрите мое видео о зданиях и исторических местах города Стоунтаун, которые можно посетить бесплатно. Следующее место, которое я советую вам посетить, это Дворец Султана. Дворец Султана на данный момент является музеем. И там есть много чего интересного, что можно посмотреть. Рядом с Дворцом Султана, не нужно далеко идти, находится Старая таможня, где расположена музыкальная академия Занзибара. Это единственная музыкальная академия, где можно ознакомиться с старинными инструментами и старинной музыкой Занзибара. Следующее здание – это Старая аптека. Это очень красивое, уникальное по своей архитектуре здание, построенное архитекторами из Индии, Персии и арабскими архитекторами. Здание стоит того, чтобы его посетить и сделать красивые фотографии. Всего в нескольких минутах от Старого форта находится еще одна достопримечательность Стоунтауна. Это дом Фредди Меркьюри. Да-да, именно здесь родился и жил до 6 лет знаменитый музыкант Фредди Меркьюри, легенда мировой музыки и солист группы Queen. На данный момент это отель Mercury House, а также музей, который вы можете посетить с 10 утра до 6 вечера. Затем я советую вам переместиться в глубину города камней, прогуляться по узким улочкам. Это отличное место, чтобы скрыться от жары и провести обед. Здесь вы можете посмотреть на предметы искусства, посетить магазины, попробовать традиционную уличную еду. Гуляя по улицам Стоунтауна, обращайте внимание на резные красивые двери с шипами. Они являются отличительной чертой Стоунтауна. На данный момент они играют декоративную роль, но в прошлом их шипы использовали для защиты от слонов. А затем переместиться на огромный базар. На базаре вы сможете купить специи, попробовать различные тропические фрукты и также увидеть, как живут местные торговцы. После посещения базара Даранджани мы отправимся к англиканской церкви и площади рабов. На данный момент это музей, вход в музей платный, $5. Монумент работорговли является одним из самых знаменательных мест Занзибара. Ведь Занзибар долгое время служил мировой столицей работорговли. Занзибар был черными воротами из Африки на восток. При правлении оманского султана арабы продавали 1000 рабов из Африки через Занзибар на Ближний Восток. Также не забудьте посетить катакомбы, где содержали рабов. Вот в такой вот маленькой комнате содержали до 100 рабов. Здесь даже сложно стоять. Многие рабы умирали до того, как попасть на торги. Рядом с монументом работорговли находится англиканская черчь. Она была построена на площади торговли рабами. Англиканская черчь сыграла огромное участие в отмене работорговли на Занзибаре. Правительство Англии и церковь долгое время боролись за отмену работорговли. Очень часто они выкупали рабов и давали им свободу. В конце концов, в 1783 году работорговля на Занзибаре была отменена. Англиканская церковь все еще действует и проводит церемонии, но церемонии немножко отличаются от традиционных. Сегодня местные жители Занзибара празднуют женский праздник. У нас это 8 марта, а у них 5 марта. Поэтому они все такие нарядные, веселые и счастливые. И после долгого дня экскурсии я рекомендую подняться вам на крышу отеля Эмерсон, чтобы насладиться коктейлем, видом 360 градусов города камней и закатом. После дневной экскурсии по Стоунтауну я советую вам переместиться на набережную, где можно понаблюдать за местными мальчишками, прыгающими с пирса в воду. Это замечательное зрелище. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал ниже, задавайте вопросы, и я с удовольствием на них отвечу. Также в следующих эпизодах вы можете увидеть, что стоит попробовать на Занзибаре, какую уличную еду, в каких отелях поселиться, какие экскурсии посетить и чем стоит заняться. Всего доброго, до скорых встреч!